Сегодня мы разберем 14 главу Кагурабачи, которая вогнала меня в шок и негодование, ибо главный герой просто не перестает удивлять. Это точно тот же персонаж, что и в первой главе. Тихира пробуждает новую силу катаны, происходящую именно от его силы воли. И это, ребятки, просто невероятно. Так что погнали разбирать эту главу. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манху Маньхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 14 глава манги Кагурабачи, переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выпуск глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выпуск 14 главы. Новая глава встречает нас с цветной страницей от автора манги Кагурабачи Хакадзона с главным героем, стоящим напротив Соджо Геничи. И вы знаете, теперь я все больше начинаю верить в то, что злодей все еще не побежден элитным отрядом из Комунави, и решающий бой будет как раз таки против Тихира. И если это так и будет, тогда Соджо просто охренеет от того, чего смог достичь главный герой. Теперь же перейдем непосредственно к повествованию самой главы. Оказывается, Ракухира прибыл в одну из баз Соджо не один, а вместе с Сибой. И все это было неспроста, ведь ГГ все еще не отошел от последствий использования магической катаны в предыдущем бою против Соджо. Да и сам Сиба говорит, что он все еще не готов к сражениям. Но поскольку во время допроса одного из охранников выяснилась интересная информация про некий склад, находящийся под защитой пары магов на окраине этого поместья, эти двое решили разделиться. Вот только я все еще не понимаю, зачем это нужно было делать, ибо Шаль точно не убьют, поскольку она бессмертна, да и к тому же для злодея она очень ценна, и без нее он не сможет создать новую магическую катану. А поэтому я не вижу смысла разделяться, ведь без Сибы задача Тихира была только наблюдать за противниками, ожидая своего товарища. Разве что охрана на нижних этажах могла засечь, что все люди наверху были уничтожены, но опять-таки Шаль бы все равно не умерла. Вот только именно в этот момент все и пошло не так, ибо только Сиба дошел к назначенному месту и увидел противников, охрана нижних уровней уже засекла Тихира, поскольку один из магов был очень чувствительным к запахам, и учуяв запах крови, в который был испачкан главный герой, противник тут же напал на него. Но только ГГ успел избежать вражеской атаки, как на него тут же один за другим начали атаковать другие маги. И в его-то состоянии блокировать или уворачиваться от атакующих было невероятно сложно, да и не ото всех это удавалось, в итоге попав под удар. Ситуация была плачевная, Ракухира все еще был в тяжелом состоянии, основной левой рукой он не мог пользоваться в бою, а правой он даже не смог нанести рассекающий удар техникой Кура. И использовать технику Нисики, которая очень сильно нагружает весь организм, было также не вариант, поскольку противников было в общей сложности 6. А если он потеряет сознание в полусражения, тогда ему точно конец. И поэтому ГГ решил поступить так, как и сказал Сиба-сан, избегать сражения. Используя черный разрез Кура, он вырубает свет в этом зале и тут же отступает в другую часть здания. Вот только дожидаться Сибу было вовсе не вариант, поскольку сейчас он был занят другими противниками, а маги с нижнего уровня начали экстренно выискивать его по всему зданию, ибо для них ослабленный пацан был легкой мишенью, которого можно было легко прикончить и забрать магическую катану. А зная, что среди них есть чародей с высокой чувствительностью, скрываться от него долго не удастся. Вся эта ситуация вгоняла главного героя в нехилый такой стресс, его терзали сомнения, сумел бы он вообще спасти Шаль, если бы тогда в бою против Соджо его тело находилось в нормальном состоянии, и что он теперь сможет сделать, являясь таким потрепанным с почти не функционирующей основной рукой. Будучи в таком положении, Тихира невольно вспомнил один из разговоров со своим отцом, где к нему пришло понимание, что бы он ни делал, сколько бы ни усовершенствовался, ему никогда не стать таким же великим мастером, как отец. И это очень терзало его. Батя его, конечно же, был не силен в таких сентиментальных разговорах, говоря, что сейчас Тихира становился слишком серьезным, точно так же, как
как и его мать. И самое главное, что хотел донести Кунисига своему сыну, так это то, чтобы он не нагружал себя подобными мыслями, ведь полностью стать таким же, как и другой человек, невозможно. Да и в целом не нужно, ибо в каждом есть свои слабые и сильные стороны. Говоря, чтобы Тихира перестал думать об этом и становился прежним собой, спокойным и гибким. После чего возвращается в настоящее, успокоившись, вспоминая то, как эти ублюдки издеваются над Шалью, девчонкой, которая впервые за долгое время смогла хоть кому-то довериться и которую ему не удалось спасти. Ракухира решает действовать, несмотря даже на то, каков будет исход, извиняясь перед Шалью и говоря, что это конец. И затем, выходя к толпе противников, Тихира пробуждает новую силу катаны, демонстрируя новую вариацию техники Кура Чигири, создав не одну черную рыбку, а целое множество, говоря, что он разрежет все, что будет находиться у него на пути. Эта новая вариация техники Кура является той самой необъяснимой силой, которая пробуждается в магической катане в зависимости от собственной силы и силы воли владельца клинка. То есть это преображение техники является собственной проекцией возможностей катаны Небеса Бездны в руках Ракухира Тихира. И больше никто не способен на это, ведь Чигири это чисто проявление силы главного героя. А значит и Соджа скорее всего покажет свое видение силы клинка, рассекающего облака. Что же, с нетерпением тогда ожидаем следующую главу. И также, не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только, вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось. И несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Tiraram suas 6 espadas mágicas, mas não conheciam a 7ª. Eu vou matar cada mago negro e recuperar as espadas do meu pai. Tentem.